Приветствую, друзья! Планета словно решила стряхнуть нас. Катастрофы следуют одна за другой. Природа показывает свою мощь, и мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. И начнем с Франции, где редкий для этих мест торнадо интенсивности EF2, EF3 пронесся по северным пригородам Парижа, оставив после себя разрушения в департаменте Валь-д'Оise. Эпицентр буйства стихии пришелся на коммуну Эрмон, где под напором ветра, достигавшего 180-220 км в час, обрушились 3 строительных крана. Один рухнул на клинику, другой на жилой дом, третий повредил инфраструктуру. В результате разгула стихии погиб 23-летний строитель на стройплощадке, еще 5 получили травмы, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Шторм не пощадил и жилые кварталы. Сорваны крыши с 30 домов, повалено около 200 деревьев, часть дорог заблокирована, повреждены десятки автомобилей. В соседнем Аббоне ветер повредил линии электропередач, в результате чего около 1200 домов остались без света. Перед штормом было объявлено предупреждение желтого уровня опасности для Парижа и Иль-де-Франса, но никто не ожидал возникновения торнадо, причем такой интенсивности. В провинции Хатай на юге Турции прошел сильный ливень, который спровоцировал обширное наводнение. Согласно данным Государственного метеорологического управления Турции, осадки в Хатае достигли 120-150 мм за 6 часов. Это половина месячной нормы для октября. Вода хлынула с гор, усиливая разлив рек Асия и Карасу, что привело к подтоплению низин в Искендеруне и Паясе. Вода поднялась на 1,5-2 метра за минуту, смывая все на пути: автомобили, мусор и даже деревья. Разрушены десятки километров местных дорог, повреждены мосты и канализация, затопило десятки домов и предприятий, включая склады в порту Искендеруна. К месту происшествия были направлены пожарные и спасательные бригады для оказания помощи пострадавшим и спасения людей. Из затопленных районов было спасено более 500 человек. Среди пострадавших была также женщина в инвалидной коляске, которую унесло потоком воды. Благодаря помощи неравнодушных людей ее удалось спасти. Сегодня спасатели и дорожные службы работают над ликвидацией последствий наводнения. В пострадавших районах на 2 дня закрыты все школы. Во время ливня и наводнения в Турции над Средиземным морем у побережья Искендеруна сформировался водяной смерч, соединивший поверхность воды с грозовыми облаками. Он медленно перемещался параллельно берега около 12 минут, но, так и не достигнув суши, расселся. По данным Государственного метеорологического управления Турции, смерч сформировался на фоне нестабильной погоды в регионе. Уровень погодной опасности для Хатая остается желтым, с прогнозом на новые грозы до 23 октября. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. На Камчатке продолжает проявлять активность вулкан Крашенинникова, выбросивший в понедельник 2 столба пепла. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, утренний выброс достиг высоты 3,3 км над уровнем моря. Облако пепла распространяется на юго-восток от вулкана, создавая потенциальную угрозу для авиасообщения в регионе. Ученые присвоили вулкану оранжевый код авиационной опасности. Специалисты предупреждают, что в ближайшее время возможны более мощные выбросы пепла, способные достичь высоты до 8 километров над уровнем моря. Вулкан Крашенинникова пробудился в августе этого года после почти 500-летней спячки, что, по мнению экспертов, стало следствием сильного землетрясения, произошедшего 30 июля на Камчатке. Вулканологи продолжают вести круглосуточный мониторинг его активности. Власти рекомендуют воздержаться от полетов в районе вулкана и не приближаться к нему.
Недавние дожди в Северной Ирландии превратили ночь в кошмар для жителей, вызвав самое сильное наводнение за 40 лет. Наиболее сильное подтопление зафиксированное в графстве Даун, где пострадал прибрежный город Ньюкасл. По данным Метеослужбы Британии, за сутки в юго-восточной части провинции выпало до 65 мм осадков и до 100 мм в горах Морн. Причиной бедствия стал интенсивный поверхностный сток с гор, заставивший жителей еще с ночи начать возводить защитные барьеры из песчаных мешков. Потоки воды превратили улицы Ньюкасла в реки, особенно сильно пострадал район Телли-Браниган-Роуд. Вода затопила дворы и подвалы домов, а также принесла гравий и камни, смытые с гор, сделав некоторые дороги почти непроходимыми. 2025 год в Северной Ирландии один из самых дождливых, с осадками на 30% выше нормы. Жители винят в случившемся также местные власти, указывая на забитые ливневки и подчеркивая, что за 35 лет ничего не изменилось. На Тайбэй и Северный Тайвань обрушились сильные дожди и штормовой ветер, вызванные совместным действием тропического шторма Фэншэнь и сезонного северо-восточного муссона. Центральное метеорологическое управление Тайваня выпустило предупреждение об очень сильных и проливных дождях для Тайбэя, Нового Тайбэя, Келунга и Юаня. В Тайбэе за 24 часа выпало 291,5 мм осадков, а в округе Сидинг Нового Тайбэя 338,5 мм. В некоторых районах Тайбэя и Нового Тайбэя, а также в округе Илань были закрыты школы. Сообщалось о сильных порывах ветра, достигавших 9-11 баллов по шкале Буфорта в прибрежных районах и на отдаленных островах, таких как Пенху и Мацу. По данным правительства Тайбэя, 62 человека были эвакуированы из районов, находящихся под угрозой наводнения и оползней. В уезде Цзинмэнь возникли временные перебои в работе паромного сообщения. Синаптики прогнозируют, что дожди продолжатся в северном и восточном Тайване до 26 октября. Вечером в пятницу в школе Цзэцзян города Шаоян в Китае произошел обвал западной стены и части прилегающего к ней спортивного комплекса. Получил повреждения также учебный корпус. Инцидент произошел поздно вечером, когда в школе уже никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших. Предварительно предполагается, что обвал мог быть связан со строительными работами по возведению подземной парковки в соседнем жилом комплексе. На место оперативно прибыли представители строительных, образовательных и экстренных служб для проведения расследования. Занятия в школе приостановлены, ученики были временно переведены в другие учебные заведения. Ведутся работы по демонтажу поврежденных конструкций. Инцидент вызвал широкую дискуссию о безопасности строительства и ответственности за подобные происшествия. Многие жители выражают обеспокоенность состоянием зданий в районе стройплощадки и требуют от властей проведения открытого расследования. Тропическая волна номер 48, сформировавшаяся в Карибском море, обрушилась на Венесуэлу, принеся интенсивные дожди в восточные регионы. В штате Сукре осадки достигли пика. За 6-8 часов в Куманакуа выпало до 200 мм осадков, вызвав разлив реки Мансанарес. В Сан-Фернандо-де-Татаракуаль река Татаракуаль вышла из берегов, затопив низины на 1–1,5 метра. В пострадавших районах более 50 домов ушли под воду. Потоком воды смыты мосты и размыт асфальт. На отдельных участках дорог образовались ямы до 2 метров глубиной. Власти штата объявили чрезвычайное положение, направив в пострадавшие районы команды спасателей. Из затопленных зон было эвакуировано более 1000 человек. Их разместили в соседних городах. Школы в пострадавших районах закрыты на неделю. На выходных жители Гренландии стали свидетелями красивого атмосферного феномена – комплексного солнечного гало, включающего полный 360-градусный паргелический круг. Это оптическое явление, вызванное преломлением солнечных лучей в ледяных кристаллах на большой высоте, превратило арктическое небо в завораживающее зрелище.
Такие яркие атмосферные события крайне редки и требуют идеальных условий, которые как раз сложились над ледниковым щитом острова после недавнего полярного вихря. На выходных мощная штормовая система принесла сильные грозы, град, ливни и шквальный ветер в северные провинции Южноафриканской Республики. Стихия охватила центральные районы северо-запада, Гаутенг и юго-запад Лимпопо. По данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, град, достигавший размера с теннисный мяч, повредил 200 автомобилей и крыши ферм, а ливень вызвал подтопление на дорогах. В Лимпопо грозы с градом и молниями привели к отключению электричества в 500 домах, а поток воды смыл несколько мостов. Несмотря на то, что метеослужба выпустила предупреждение, повреждения оказались значительными. Точный ущерб, причиненный штормами, все еще оценивается. По данным службы погоды ЮАР, линия гроз сформировалась утром 19 октября из-за столкновения теплого влажного воздуха с холодным фронтом из Мозамбика, переместившись с северо-запада на юго-восток. Тропический шторм Фэн-Шэнь, обрушившийся на Филиппины, продолжает нести наводнения, оползни и разрушения на регион. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 8 человек, еще 2 числятся пропавшими без вести. 47 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Наиболее серьезно пострадали северные и центральные регионы страны. Особенно сильно пострадал город Рохас, где за короткое время выпало около 365 мм осадков. Местные власти объявили чрезвычайное положение, так как вышедшие из берегов реки затопили значительные участки города, а также рисовые поля на площади нескольких тысяч гектаров. В результате удара стихии повреждено более 1000 домов, повреждены дороги и мосты. Это уже 12-й тропический циклон в сезоне 2025 года. И несмотря на то, что шторм Фэн-Шэнь уже покинул территорию Филиппин, тысячи людей остаются в эвакуационных центрах. Власти страны проводят оценку ущерба. Команды спасателей и экстренные службы работают в пострадавших районах. Вечер воскресенья стал настоящим испытанием для жителей северо-западных районов Ливии. Мощные грозы, сопровождаемые обильными ливнями и крупным градом, обрушились на регион, вызвав локальные наводнения, скопление воды в низинах и серьезные проблемы с транспортом. Среди наиболее пострадавших мест деревня Малгуга в районе Тархуна, поселок Аль-Хараба, город Эль-Хумс, а также трасса между Тмазин и Кабау. Ливни привели к быстрому наполнению сухих русел водой, в результате чего в низинах образовались бурные потоки. На горных дорогах сошли оползни, полностью заблокировав проезд. Град повредил десятки автомобилей, поля и сады, а также вызвал повреждение линии электропередачи, из-за чего возникли перебои в электроснабжении в отдаленных районах. В Эль-Хумсе вода проникла в несколько жилых кварталов, заставив жителей временно покинуть дома. Эксперты отмечают, что такие события становятся все чаще из-за климатических изменений. Октябрь традиционно приносит циклоны с запада, но интенсивность осадков растет. Старые дамбы и системы водоотведения не справляются с объемами осадков. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.